В этой позиции Синдаров играет слон f6, и это бриллиант. В первом туре матча Узбекистана против США Синдаров исполняет с точностью 100% против Накамуры. Размотал его как разрядника. Но и сейчас за этим шедевром мы с вами понаблюдаем. Е4, сразу же Е4, королевская пешка. Значит, что Накамуре будет полная звезда уже с дебюта. Кстати, несколько ходов всего понадобилось. 20 ходов, чтобы размотать этого стримера. Е5 отвечает Хикару, конь f3, конь f6, это у нас дебют Петрова, русская партия. d4 играет Синдаров, все по теории, по центру надо давить. Брать пешку на e5 тоже можно, но тогда немножко такие полупокерные, хитро сделанные варианты. Конь e4, Накамура тырит пешку на e4, слон d3, d5, это все теория, все по теории у нас сыграно. И конь e5, пора тырить эту пешку. Непонятно, что здесь произошло, почему Накамура так играет эти партии. Видимо, у него еще обида осталась из турнира претендентов, где он пролетел больше часа, продумал. Ну досмотрим, ладно, фиг с ним. Ты лайкосик ставь за такую шикарную партию. Не часто такое увидишь. Конь d7 пошла, конина на d7. Забрал слоном и рокировка. Ушел в рокировку, здесь за белых все по теории, все отлично. Накамура развивает своего слона. И здесь уже можно идти ферзем на поле h5, нападать на пешку c6. Также можно играть c4, подрывать все здесь в центре. Но Синдаров находит ход по первой линии компьютера. Конь c3 предлагает размен этого коня центрального, вонючего коня на e4, который здесь никому не всрался. Этого коня можно укрепить ходом f5, получить легкое преимущество в центре. Но тогда есть какой-то там ход ферзь h5 и ферзь h6 после закрытия пешкой g6. Также есть ход ферзь h4 за Накамуру, нападая на мат, тогда просто g3 ходом все можно решить, но тогда вот этот вонючий ферзь также врывается в нашу деревню, непроханный гость. Поэтому в партии следует конь c3, Накамура просто забрал этого коня, пешка на c3 и рокировка. Именно с этого хода Синдаров начинает свою атаку, как дикий лев из Узбекистана, нападает сразу же на мат ферзем на поле h5 и также, конечно, присосаться к пешке, умножить ее на 0. Две эти угрозы можно защитить только одним ходом, и сейчас, внимание, одним ходом можно все это хозяйство защитить. Ты можешь поставить видео на паузу, написать в комментариях, как бы ты за черных сейчас защищался от мата. Ведь висит Матильда на поле h7 и висит пешка на поле d5. Накамура, конечно, немножко в шахматах разбирается. В последнее время чуть-чуть хуже, но еще что-то есть. f5 пихает, закрывает диагональ от мата и также закрывает вертикаль, горизонталь от взятия на поле d5. Но следует ладья b1, красивый развивающий ход, просто на пешку b7 нападаем. b6, чтобы ее здесь не свистнул. И кандидат на шахматную корону играет ладья e1, угрожает ход слон g5, напасть на ферзя, ведь если сразу нападать вместо ладья e1, тогда слон e7, а сейчас как ладья на e1 появилась, слон e7 уже говно, поэтому c6 играет Накамура, прочненько казалось бы ему. Ну да ладно, смотрим дальше, c4, пора подрывать центр, ведь эти пешки сдвоены, надо их раздвоить, и Накамура допускает ошибку, надо было бы выждать вот здесь d5, а потом еще одну c4 получить. Он забирает просто на c4, тем самым роняет свою позицию в унитаз, макает просто по губам, вводит ему Синдаров. Шах! Королю надо отступать. Ну понятно, закрываться здесь нечем, надо королю просто отступить. И вот сейчас назревает просто перевод ладьи на поле h3, и чтобы здесь Матильду ему так смачно приставить. Конечно же, надо подключать фигуры к атаке, или ладья b3, или ладья e3, засунуть его сюда по самые помидоры и мат просто припечатать. Следует слон g5, на тебе на ферзя напал, отводи свою мамаситу небритую. Кончита Вурст, слон и ферзь нападают на пешку h2. Накамура делает, возможно, решающую ошибку в этой партии, что позволяет Синдарову эффективными ходами разорвать всю эту полуяпонскую китайскую оборону. Играет слон f7, это сильнейший ход в этой позиции. Конечно же, за черных здесь также имеется нюанс. Угроза белых сыграть слон g6, напасть на мат в один ход и после a6 скинуть слона на поле
А6, например, если какую-то лабуду Накамура играет, тогда следует чистый кайф в 6 ходов сюда забрал. На! Забрал, мат получил. Поэтому Накамура вместо этого делает легкую комбинацию на лоха. Я называю такие комбинации. Чтобы здесь забрать пешку и на взятие ферзем слона на поле H2 разменять этих вонючих ферзей и забрать просто слона на поле F7. Остаться в равной позиции, даже где-то можно поиграть на победу, так как у Накамуры тогда лишняя пешка. Но Синдаров, хитер-бобер, сразу обозначился, что я не штрих за гаражами, и такое хрючево здесь не пройдет. Он играет просто королем на поле H1. Угроза слон G6 еще актуальна. Может войти ему просто на G6 с угрозой мата. Слон F4. Накамура свою хрючево подводит Косорылова. На поле F4 получает ладейкой на поле E7. Говорит, ты можешь забрать вот этого. Я заберу тут. Но потом на А6, это лучший ход по компьютеру, сыграю вот сюда. Тогда опять B3, H3 и получишь ты там звезды. И также угрожает стандартный ход слон Е6 с нападением на слона, используя вот эту вот связку на ферзя. В партии было немножко по-другому. После хода ладья Е7 Накамура подводит свою ладью на d8. С одной стороны подставляет под вскрытый ход, вскрытый удар под слона G5, а с другой стороны защищает этого слона. И короче здесь все. Посыпался он. Вживую ведь играют. Какие-то у него на Синдарова флешбеки. Еще никогда не видел, чтобы он Джавахира как-то жестко пиханул где-то. Если побеждал, то это какие-то там полупокерные партии на писюнах. Слон F6 играет Джавахир, это у нас бриллиант, первый бриллиант появился. Что же происходит? Почему это сильнейший ход? Если сейчас долбануть этого слона просто на F6, получается мат в 4 хода. Следует следующий бриллиант, просто слон G8 с угрозой поставить мат. И если сейчас защищаться пешкой, например, вот так, последует ладья сюда, шах, единственное поле сюда и ферзь G6 мат. Поэтому брать этого слона нехорошо. Можно также защититься слон Е8, это самый сильный ход по компьютеру, но тогда мы ляпнем ферзя на халяву за ладью. Ну, можно сказать, что на халяву. И тогда брать ладью сразу нельзя. Тогда надо забрать сначала вот здесь этого слона, потом получится ферзь F5, и опять не слава богу. Забрал тут, потом тут. Короче, здесь Накамура, я думаю, пора сдаваться, сушить весла, но развязка уже близко. Ты, если еще не поставил лайк, жми этому видео, ведь этот чемпионат у нас еще длится, и контента будет немножко больше, так как я буду жесткие партии разбирать. Там топы играют, топы Америки, топы Узбекистана, поэтому будет интересно, даже если ты не из Узбекистана. Ферзь D6 Накамура играет, не ведется на эту лабуду, на эту херню из-под коня. Слон G6 просто напал на мат, брать ни слона ферзем, ни слона ладьей нельзя, категорически противопоказано. Накамура пихунделя на А6 задвигает, и вроде бы можно долбануть на А6, использовать связку вот этой пешки, но нет, нельзя, так как слон из F4 нашего ферзя поимеет. Следующий ход на сюда шах. Вилочка у нас образовалась. Понятно, что единственное отступление короля это только ход король G8. Отступает на G8 этот блядодуй. И слон H7. Следующий бриллиант. Нокаут по башке Накамуре. И он просто сдался в этой позиции. Почему же он сдался? Единственный ход, который можно сделать в принципе в этой партии, это отойти королем сюда, что ведет к форсированному мату. Сначала шах тут. От ладью брать нельзя из-за слон F8, а если король отступит на G8, последует ладья G7 сюда, шах, король сюда, слон F4, шах от ферзя, забрал тут, слон D6 посыпался, ферзь, слон E5 угрожает, ферзь G5 и ферзь G7 с матом, например, ладья E8, тогда еще ферзь G5, на тебе сюда, король половинку просит, слон E5 с угрозой мата, надо тырить еще слона, тогда все равно атака продолжается. Короче, полные дрова, первая партия отлично, наблюдаем за следующими раундами. Ты подписочку, лайкосик, кликай на конечную заставку, смотри шедевр Каспарова. До новых встреч!